Приветик, приветик, кто подключается. Сегодня у нас снова насыщенный день. Сегодня мы снова делаем много работы, потому что я хочу как можно плотнее вас загрузить, чтобы уже под конец недели мы так немножко расслабились. Хотя мне кажется, что мы все равно не расслабимся, и все равно у нас будет целая куча всего-всего-всего в эфире. Ну ладно, это хорошо, я думаю. Сегодня мы с вами все вместе довяжем нашу детскую шапочку, это первое. И второе, мы сделаем расчеты на шапочку жаккардовую, шапочку с косами и шапочку с ромбами. Дело в том, что все эти шапочки, расчеты на них не сложны. На жаккард там вообще делать нечего, я вам очень быстро расскажу. На шапочку с косами и с ромбами мы это все объединим в одно. И я вам расскажу на примере кос, а на ромбах потом покажу на практике. И потом уже завтра мы, наверное, закончим шапочку горизонтальную. Я ее не довязала. Я вот сегодня вечером ее вязала, не довязала. Вот она у меня, половинка ее готова. Мне еще нужно довязать половинку. Про эту шапочку уже запись на ютубе есть. Можете посмотреть, как ее вязать. И, кстати, сейчас я уже увидела у девочки готовую такую шапочку. Очень красивая получилась, поэтому вяжите, девочки. Вот. Также детскую шапочку я тоже вчера посчитала, там что-то с эфиром было не так, но я для ютуба все записала, и сегодня я эту детскую шапочку уже связала. Ну, связала до того момента, до которого мы с вами договорились, на котором мы с вами договорились встретиться, и дальше закончить вязание нашей шапочки, и я расскажу, как сшить и как сделать резиночку. Сейчас мы этим займемся. Вот, сбоку выглядит шапочка так, то есть я сделала прибавки, провязала прямо вверх. Теперь мне нужно сделать убавки и нашу шапочку закруглить. Потом мы наберем на петельки петли для резинки, на спицы, да, на спицы наберем петли для резинки и свяжем резинку. Приветик, я теперь тоже вяжу по клеточкам, спасибо, очень удобно. Приветик, очень мне это приятно слышать. Ну что, давайте начнем. Я думаю, что много разговаривать не будем. Лучше сначала все сделаем. Если время останется, потом поговорим. Я поменяю камеру, и мы с вами начнем вязать. Если будут вопросы, пишите. Если эфир будет виснуть, вы перезаходите. Обязательно выходите, заходите заново. Я буду за этим тоже следить. Ну, если что, на ютубе запись идет, и все это будет обязательно записано. Приветик, приветик. На 3 минутки раньше начали. Я уже тут сижу готовая, поэтому решила лучше раньше начать на 3 минутки, чем мне сидеть просто так и смотреть в потолок. Так, сейчас я подниму камеру. И мы продолжим вязание нашей шапочки. Так, вот мои расчеты. Сейчас я тут все подправлю. Вот мои расчеты. Еще чуть-чуть подправлю. Ой, у меня теперь стул как-то далеко. Сейчас я еще стул поправлю. Так, готово. Ну что, вот моя схема вязания, мой план работы. Я по этому плану работы и вязала. Вот я связала сначала прибавки, потом я провязала прямо вверх такое же количество рядов, 16. И теперь у меня 5-й пункт убавки. Мне нужно провязать 10 рядочков, и в каждом рядочке мне нужно убавить по 2 петельки. Вот сейчас на спицах у меня 58 петель плюс 2 кромочные. Мне нужно отсчитать здесь кромочная и здесь кромочная. Мне нужно отсчитать 28, посерединке оставить 2 петельки и возле этих петелек делать убавки. Вот сейчас мы этим и займемся. Напомню я, что для этой шапочки нам спицы нужны просто прямые, не обязательно какие-то укороченные с короткой леской, не обязательно в принципе на леске, они могут быть просто прямые. Этим шапочка это и удобно. Ее можно спокойно вязать и так. Вот я вяжу, мне нужно провязать кромочная плюс 28, вяжу 29 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, 13, 14, 15. Если будут вопросы, пишите. Вот, эта девочка, которая уже связала такую шапочку горизонтальную. Приветик. Забыла, сколько я связала. 2, 4, 6. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. По идее, здесь серединка. Давайте сверим. Вот мои средние 2 петельки, они так и должны оставаться средними. Да, все нормально. Теперь нам нужно сделать, минус 1 петлю тут и минус 1 петлю тут. Я использую эти 2 петельки в убавке, в принципе, всех петель, поэтому я возвращаю 1 петлю назад. То есть я здесь 1 кромочную и 27 петель провязала, на 1 меньше. И теперь вот эту следующую я буду убавлять. Мои 2 средние идут дальше. Я вяжу в первом случае 2 вместе со своей средней петлей первой, 2 вместе с наклоном вправо лицевой. Вот, связала, минус 1 петля. И оставшиеся 2 следующие — это моя центральная, это моя рабочая петля. Ой, у меня уведомления не отключены. Сейчас я отключу. Так. Следующие мы тоже вяжем 2 вместе, так как я вяжу классическим способом. Я их просто переставляю так, чтобы мне удобно было вязать за заднюю стенку, и вяжу 2 вместе лицевой с наклоном влево. Провязала. Вот 2 мои центральные петельки остались, а те, которые были рядом с ними, я убавила. Здесь я отмечаю первый свой рядочек. Вяжу дальше до конца. Здесь уже можно не считать. До конца вяжу лицевыми петельками. В изнаночном ряду сейчас тоже буду делать убавку. Ну и в принципе я должна сегодня с вами это все доделать. То есть 10 рядов сейчас вместе с вами свяжем. Кто какую шапочку сейчас вяжет, давайте пишите, пообщаемся, пока я тут лицевые вяжу. У кого какие проблемы были с расчетами, с вязанием, расскажите, как проходит вообще интенсив, что вам нравится, на чем вы дольше сидите, думаете, напишите. Так, теперь я вяжу изнаночные петли, это мой второй рядок, я его обычно не отмечаю, только лицевые через клеточку отмечаю, мне так удобнее. Вот, и точно так же я сейчас дойду до моего центра, до центральных 2 петель. Вы можете их отметить как-то маркерами, можете их отметить ниточкой, неважно чем. Ну вот я просто вяжу, 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 и когда я упираюсь в свои убавки, я уже там обращаю внимание на то, какие у меня петельки центральные. Можете считать, у нас теперь на спицах не 28 до 2 центральных, а 27 с одной, 27 с другой. Вот вы можете еще вязать и считать. Так, сейчас тут у меня уже скоро будет. А вот она у меня уже и есть серединка. Сейчас я посмотрю. Да, вот я одну провязываю петельку. Вот точно так же у меня вот эти 2 центральные, видите, они более пухлые, чем остальные. Потому что мы 2 вместе вязали. Это моя рабочая. Я одну рабочую оставляю, и 2 центральные у меня есть. Теперь здесь мне нужно провязать изнаночные петли так, чтобы у меня не было скрещенных никаких петель. Давайте попробуем провязать просто изнаночную 2 вместе, переворачиваем и смотрим. У меня получается белиберда, потому что у меня вот эта моя центральная должна быть петелька сверху, а теперь у меня сверху оказалась моя рабочая, которую я должна убавить. Поэтому я это все как бы распущу, то есть назад все верну. И теперь, если логически подумать, мне нужно эти петли поменять местами, чтобы у меня моя центральная была сверху. Я снимаю их, меняю местами, как при вязании каких-то косичек, например. То есть моя центральная теперь справа, а рабочая слева. И теперь провязываю снова изнаночную, переворачиваю и смотрю, что у меня получилось. Вот смотрите, моя лицевая центральная, она остается четко у меня в центре, и при этом она не скрещенная. То есть в изнаночном ряду первую петлю, первую убавку, которую мы делаем, мы должны поменять петли местами, а затем связать 2 вместе. Что у нас здесь получается? Давайте просто провяжем изнаночные 2 вместе, нам нужно следующую убавить. Перевернем и посмотрим. Здесь же, смотрите, так у нас и идет. Центральная наша петля, она четко остается впереди, убавка сзади, скрещенных петель нет. То есть во втором случае мы провязываем просто изнаночные 2 вместе без всяких перемен. И дальше вяжем изнаночными, ну, по рисунку, как у нас там идет узор. У меня это лицевая гладь. Сашенька, ой, подождите, давайте я сначала прочитаю. Привет, Лена, привет. Вяжу так, ори, ужасно, не успеваю, дома столько дел накопилось, жуть. Лена, у меня то же самое. Я тоже ничего не успеваю, но мне приходится. Я не могу прийти в эфир и сказать, ой,
Я не готова, эфира не будет, потому что я понимаю, вы ждете. Вот иногда просто приходится немножко шапочки менять местами, чтобы я успевала все связать. Все еще вяжу так, УРИ, еще 38 рядов из 144. Ну, это уже немного, потому что большую часть уже связали. Так, вот у меня лицевой ряд, я его здесь отмечу. Я клеточку пропускаю, вот следующую лицевой ряд отмечаю. Ну, так обычно я вяжу. Тыковку третий день мучаю, и она меня: "Почему мучаете? Что не так?" Так, теперь лицевой ряд. Точно так же вяжу лицевые и смотрю, когда я упрусь с нашей убавки. И сделаю точно так же убавки. Саша, вы покажете, как ушки привязывать к шапочке? Да, покажу. Это, скорее всего, будет в пятницу. В пятницу покажу обязательно. В воскресенье мы будем, наверное, крутить помпоны и подклад делать, а вот в пятницу мы довяжем там оставшиеся шапочки и покажу ушки. Не помню, что я запланировала на пятницу, какую шапочку. Так, вот, смотрите, 2 мои центральные петельки. Я их хорошо вижу. Одну я перед ними оставляю, ее я буду сейчас убавлять. В лицевом ряду мы сначала вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо за переднюю стенку. Во втором случае мы меняем петельки и вяжем 2 вместе за заднюю стенку лицевой с наклоном влево. Дальше вяжу все свои лицевые. Вот у меня уже 2 петельки четко видно, а здесь у меня идут убавки. Сашенька, может, я что-то пропустила? Ты нам за прошлый интенсив когда сертификаты сделаешь? Ничего ты не пропустила, потому что я и они у меня уже есть, я не могу их выслать. Реально, я постоянно каждый день об этом помню, но каждый день что-то происходит, какие-то дела, и все никак не могу выслать. Да, вышлю обязательно до конца этого интенсива 100%, потому что я обещала на прошлой неделе еще их выслать. Причем самое ужасное, что они у меня готовы. Мне, честно говоря, очень стыдно перед вами, но я постараюсь исправиться. На каком расстоянии от макушки в горизонтальной шапочке делаем поворот? Посмотрите, Оля, пожалуйста, мое видео на "Ютубе", я там четко показываю, где мы поворачиваем. Там очень я активно на этом останавливалась и даже показывала, как я вяжу. Поэтому, думаю, вы сразу поймете, и мне сейчас не стоит заново это рассказывать. Всех приветствую, приветик. Хочу зефирку, пряжу выбрать не могу. Ой, это, наверное, одно из самых сложных — выбрать пряжу. Ну, я желаю вам удачи, чтобы у вас все получилось. Так, центр мой. Где мой центр? Еще мне нужно провязать. Я вообще вяжу свитер под твое видео, но, насмотревшись видео про шапки, теперь загорелась вязать какую-то шапку. Ой, вяжите и покажите мне потом результат. Так, давайте я посмотрю. Мне еще 2 петельки связать, и будет мой центр. Раз и 2. Вот, смотрите, 2 мои центральные. Вот, это моя рабочая, которую я сейчас буду убавлять. Можно проверить, здесь 2 центральные, рядом рабочая. Что я делаю в первом случае? В первом случае в изнаночном ряду я меняю 2 петельки местами. Левая у меня будет с правой стороны, а правая с левой стороны. Поменяла, и теперь я вяжу их изнаночной, как обычно. Чуть подтягиваю, смотрю, у меня все в порядке. Вторые 2 изнаночные я просто вяжу, 2 вместе изнаночной, ничего не меняю. И вяжу дальше до конца ряда. Всем привет! Давно эфир идет. 14 минут у меня показывает Инстаграм, эфир идет. Уже готовы образцы для берета, еще планирую зефирку. О, супер! Перевязываю зефирку, связала почти треть и поняла, что очень тонко получается. Распустила, начала снова в 2 нити. Это хорошо, это хороший опыт, ничего страшного. Тоже очень часто такое бывает, поэтому я всегда советую вязать образцы. Вот образцов я навяжу и в 2 нити, и в одну, и разными спицами, и потом понятно, что нужно делать, какой образец брать за основу и во сколько ниточек вязать. Это всегда помогает. У меня следующий лицевой ряд, я ставлю отметку. Сейчас пойду перевязывать. Так, Ари просчиталась, большая получается, хорошо. Но главное, что запал не упал, да, никуда, и все нормально.
Обязательно нужно измерять образец очень тщательно, внимательно, несколько раз. Можно измерить его в один день, потом на следующий день утром, там, например, встать, его еще раз измерить. Часто бывает, что образец в спешке измерили не так, и потом все расчеты плывут, и от этого получается не того размера изделия. Так, вот мои центральные. Вяжу первую 2 вместе с наклоном вправо лицевой, 2 следующие переворачиваю, вяжу 2 вместе. Ой, подождите, не зацепила ниточку. Вяжу 2 вместе с наклоном влево лицевой. Дальше вяжу лицевые до конца. Привет, что еще сегодня в планах? Приветик, сегодня мы делаем расчеты на жаккардовую шапочку, шапочку с косами и ромбами. Ну, косы и ромбы я объединю и покажу, как на них делать расчеты в принципе, а макушку мы потом будем вязать отдельно у ромбов, у кос покажу, у жаккарда покажу, как макушку вязать. Это уже будет на следующий какой-нибудь день, не знаю какой. Мне нужно их успеть будет связать к эфиру. Переворачиваю, у меня изнаночный ряд. Я перевязываю тыковку, маленькая получается. Ой, жалко, конечно. А, жалко, но ничего. Я всегда говорю, что перевязывать не страшно, это опыт, девочки. Так, вяжу теперь, ищу свой центр в изнаночном ряду. У меня так интересно на ютубе получается, я где-то в мои руки где-то с краешку совсем. Наверное, на ютубе девочки смотрят и думают, блин, ну чё она не может немножко руки вверх поднять? А я ближе к коленям просто держу вязание, мне неудобно над столом. О, я четко остановилась, 2 мои центральные и одна петелька, которую нужно убавить. Меняю местами их, изнаночные, и вяжу изнаночные, как обычно, классическим способом. Следующие 2 просто вяжу изнаночной, ничего не меняя. Подтягиваю и дальше до конца вяжу изнаночные петли. Добрый вечер, добрый. Я не перевязываю, у меня большая. Ну, блин, то большая, то маленькая. Но главное, что вам расчеты понятны. Я так поняла, что проблема именно в том, что, чтобы попасть в нужный размер, правильно измерить образец, правильно его связать, я имею в виду, чтобы плотность в образце вязания совпадала с плотностью вязания самой шапочки. А по расчетам, я так понимаю, вопросов нет, да, потому что я смотрю, в принципе, проблем нет в том плане, что никто не пишет, что не могу понять расчеты. Лицевой у меня ряд, я отмечаю следующую клеточку. Ой, у меня тут 9 клеточек, а нужно 10. Я думаю, что такое? Вот, 10. Дорисовала. Саша, в одних из первых интенсивов говорили по лопопейсу. Надеюсь, правильно написала. Ты когда-нибудь вязала такое? Не планируешь интенсив? Вязала, да, причем вязала я не один раз. Не смогу вспомнить, сколько конкретно, но у меня есть несколько таких свитерков. Мне вязала их мама, на заказ я сама вязала тоже. Еще один, кстати, свитер себе, ну, в смысле, мне, себе, мне мама вязала, тоже вам нужно его как-то показать, я его еще даже ни разу не носила. Так, вот у меня убавки, вяжу лицевой 2 вместе с наклоном вправо, а вторые меняю петли, переставляю и вяжу 2 вместе за заднюю стенку с наклоном влево, лицевой. Пока не планирую, потому что я так смотрю в интернете столько мастер-классов по этим свитерам. Но, может быть, весной там посмотрим, потому что до Нового года у нас уже все расписано, а после Нового года я даже не знаю, что там у нас будет. Потом в январе посмотрю на свое, на ваше настроение и решим, что будет дальше. Привет всем, Елена, привет. Я мысленно со всеми вами, девочки, смотрю, любуюсь. Спасибо большое. Так, вяжу изнаночный ряд. Главное мне тут ниточки не потерять, потому что я вяжу в 4 нити. Так, с расчетами вообще проблем нет, а измерить правильно образец целая проблема. Вот мне нужно, наверное, подумать, как я его измеряю, да, чтобы вам донести то, что обычно делаю я. Ну вот я говорю, как я делаю. Я, во-первых, измеряю его 2 раза, причем отдельно, ну, я имею в виду 1 раз сегодня, 2 раз завтра на свежую голову. Вот, а во-вторых, вяжите его побольше, если у вас плотность хромает. Но у меня с этим проблем нет, поэтому у меня образцы маленькие. Так, мне нужно еще одну провязать, а теперь у меня будет убавка. Меняю местами.
и вяжу изнаночной. Вторую просто провязываю 2 вместе изнаночной, вторую убавку, и дальше до конца. Саша, даешь интенсив по лопопесе. Ну, весной подумаем, подумаем. Еще хочу следующую вязать так Ори, но оказалось, что в Пушкине, где я живу, ни в одном магазине нет нормального мохера, а в Питер сейчас ехать некогда. Так что, видимо, шапочка откладывается. Вам нужно в интернет-магазине заказать. Я думаю, вам сразу из Питера все привезут. Весной уже что-нибудь новое появится после лопопесы. Ну, может быть, поэтому не хочу загадывать. Давайте до Нового года довяжем то, что запланировали, а потом будем думать. Так, следующий у меня ряд, и это последняя пара рядов, лицевой ряд изнаночный, и все. И потом у меня уже будет сшивание моей шапочки. По расчетам все понятно. Саша, вы прекрасно объясняете, я точно с образцом накосячила. Ой, спасибо вам большое. Ну, тогда, значит, просто, я ж говорю, не волнуйтесь, все нормально у вас будет, перевяжете. Вот, следующую убавку вяжу 2 вместе лицевой вправо, затем 2 вместе лицевой влево. И до конца лицевыми. После твоих интенсивов у других уже не хочется учиться. Ой, девочки, спасибо, я уже тут сижу краснею. Саша, привет, тоже с образцом не сразу все получилось, надо, видимо, как-то приноровиться, но потом села как надо. О, супер, супер, приветик. У меня так Ари из альпаки. Прекрасная вышла, никакой мохер не нужен. Да, вообще не обязательно из мохера вязать. Можно вязать из гладкой пряжи, можно вязать из пушистой альпаки, можно вязать из пушистого пуха ангорского кролика. Согласна с тем, что не обязательно брать мохер. Эльвира, это точно. Я 10 секунд посмотрю и выключаю других. Чужие они какие-то. Сашенька своя уже родная. Спасибо. Я никого не смотрю, поэтому не могу ничего сказать. Так, вот, четко я довязала. Одна у меня петля, которую я убавлю, и следующая моя центральная. Меняю их местами, как обычно в изнаночном ряду. Ну вот вы поняли, да, как я вяжу 2 вместе в изнаночном. Я провязываю как обычно, переворачиваю на лицевую сторону, смотрю, подходит мне, не подходит такой вид убавок, возвращаю все назад, если что-то не так, затем меняю местами. Иногда нужно даже поменять саму петлю, то есть перевернуть ее так, как при вязании бабушкиным способом. Покрутить немножко, посмотреть, и тогда, ну, будет все нормально. Вот именно так я и делаю. То есть с первого раза можно не попасть. Нужно пробовать и обязательно смотреть, чтобы у вас петельки не были скрещенные, и 2 центральные всегда лежали сверху. Ну вот мои убавки, как раз хорошо видно, что 2 центральные идут, а здесь, расходятся в разные стороны мои рабочие петли. Так, я его образец растягиваю так, как я бы хотела, чтобы полотно на голове было растянуто. Но, Лена, мы потом же прибавляем 15% к образцу, и поэтому можно его в спокойном состоянии измерять. Но если это резинка, например, то ее все равно нужно немножко растянуть до того момента, пока не будут видны изнаночные. Вот так измерять. То есть можно резинку и вот так растянуть, а можно немножко, чтобы были видны изнаночные. И тогда я измеряю. Чаще я прошу Сашу подержать образец. Ну вот, готово, девочки. Готово. Потом, когда мы ее шапочку намочим, вы ее вот в этих местах разгладьте хорошенько. Можно даже утюжком расправить, чтобы она у вас была, ну, более такая ровная, красивая. Теперь нам нужно вот эти места сшить. Поделить пополам. Во-первых, можно легко поделить по нашим 2 центральным петелькам. Я обычно вот так вот, ой, сейчас у меня тут все разлетелось. Я обычно вот так вот спицы вставляю в петельки. Здесь у меня идет ниточка. Ниточку нужно обрезать так подлиннее, но не сильно длинную, чтобы у вас она не путалась в процессе сшивания.
Так, в принципе, можно даже убрать со спиц петли, они у вас никуда не ускользнут, если вы не первый раз это делаете. Если первый раз, то, конечно, лучше держать на спицах. И теперь вот так вот как-то развернуть вязание к себе, и нужно это все сшивать дело. Можно по одной петельке спускать, можно спустить сразу все, можно не спускать вовсе, а сразу на спицах это все делать. Я немножко спускаю петельку, теперь вставляю иглу в мою петлю кромочную, и здесь мне нужно эту кромочную петлю тоже зацепить. Цепляю и теперь вставляю назад в эту. Вот так, немножко подтягиваю. И теперь я, в принципе, люблю, когда петельки немножко спущены, мне так проще. И теперь я буду цеплять свою одну кромочную петельку и петельку рабочую уже лицевую иглой я цепляю, вставляю вверх. Главное, чтобы не была петля перекрещенная лицевая. Так, подравниваю. Дальше, теперь что я делаю? Вставляю в эту, где тут моя кромочная, и тоже в мою рабочую лицевую, тоже, чтобы она не была скрещенная снизу вверх. Вставила. Так, ниточки у меня тут подправляю. Теперь точно так же здесь вставляю первым делом снизу, сверху вниз, а здесь снизу вверх, в эту рабочую мою петельку, тоже, чтобы она и была не скрещенная. Вставила, протягиваю ниточку. Дальше теперь вставляю снова сверху вниз в ту петлю, в которую я уже вставляла, сверху вниз, а в эту снизу вверх, следующую подхватываю и тоже слежу, чтобы не было скрещенное. Так, теперь следующая снова сверху вниз и снизу вверх. И сшиваю потихоньку так мою макушку. Можно закрыть этот ряд и немножко подтягиваю, смотрю, чтобы не было видно шва. Можно закрыть этот ряд и просто сшить его иглой. Не обязательно вот таким горизонтальным швом петля в петлю, но, во-первых, хочу вам показать, во-вторых, это красивее. Не затягивайте слишком сильно, потому что это будет так, тут главное, чтобы скрещено не было, потому что это будет, слишком заметно. Вы должны располагать петли так, как будто вы связали этот ряд. Обязательно следите, чтобы скрещенных не было. Скрещенные петли видно сразу, они будут у вас перекрученные. Вот следите так, чтобы вы иглу вставляли в правильном направлении. Но самое важное, нужно запомнить, что сначала сверху вниз, снизу вверх. Такие движения. И подхватываем в каждый раз 2 петли тут и 2 петельки тут. Так, я все переживаю за эфир, но вроде пока держится. Интернет-магазины — это прекрасно, но до конца интенсива не успеть. Это да, согласна, если хочется до конца интенсива. А когда, кстати, последний день для отправки расчетов шапочек? 29 октября, воскресенье. Вы можете мне хоть там до 12 ночи отправлять расчеты, отправлять свои шапочки. Я еще в тот день буду отмечать. Все, что отправлено в этот день, я буду отмечать в таблице в нашей. А по таблице я потом выдаю сертификаты. В понедельник, ну, это если какие-то такие обстоятельства уже были личные, типа там не высохла сама шапочка или там что-то не успели где-то довязать как-то, но это уже вы мне лично пишите, мы будем с вами вместе решать. А вообще, ну, как бы по правилам нашим, да, в последний день нашего интенсива, в воскресенье, можно высылать в любое время дня, и это все будет засчитано. Я так из мериноса связала, отлично получилось, сейчас сохнет. Вот, доказательство того, что можно вязать и из гладкой пряжи, не обязательно из пушистой. Я сшиваю дальше. Ну вот, смотрите, у меня, ну, этого шва не видно, то есть как будто я это все связала. Здесь у меня петелька немножко слезла, я ее подтягиваю. Так, вот, подтянула. Саша, так, а если не из пушистой, то надо плотнее вязать. Мне не нравятся дырки сильные. Конечно, вообще,
английская резинка сама по себе же очень дырчатая. И почему получается прикольно из мохера? Потому что мохер, он пушистый, он своей пушистостью заполняет все эти дырочки. А если вязать из гладкой пряжи, то все-таки эту шапочку английской резинкой лучше вязать плотно. Тогда она будет и теплее, не будет продуваться так сильно ветром, и дырок не будет, ну, что визуально выглядит гораздо лучше. Конечно, английская резинка вообще в принципе любит более плотную вязку, просто потому что со временем, чем вязка рыхлее, тем сильнее английская резинка в процессе носки будет растягиваться. Так, сшиваю дальше. Особенно в ширину она любит растягиваться в процессе носки. В длину английская резинка после ВТО растягивается, а в процессе носки больше в ширину. Так, тут я не все зацепила, да, одна осталась петелька. Ай, запуталась. Что делать? Блин, я так не люблю это. Оно потом все перетянутое получается. Так, ладно, сейчас мы поправим. Ну, я думаю, вы понимаете, я так медленно стараюсь это делать. Думаю, вы понимаете, что происходит. Так, Сашенька, здравствуйте, я вам в директ написала. Хорошо, хорошо, посмотрю обязательно. Время будет, я зайду. Не волнуйтесь, все, что в директе, все без прочтения не остается. Так, тут можно уже убрать. Здесь, конечно, так как тут у нас уже... так, секунду, где тут цеплять? Так как тут у нас уже такая дырочка, да, небольшая, тут тяжеловато, но главное петельки не потеряйте, аккуратненько, аккуратненько сшивайте. Тут еще главное, чтобы все сошлось у нас. Так, так будет скрещенная, мне ее нужно перевернуть. Подтягиваю. Цепляю дальше здесь. Подтягиваю. Цепляю эту. Так, классно, буду дальше пробовать. Хорошо, сейчас я почитаю. Жесткая становится, если плотнее. Я в Тринити. Яна, она после ВТО у тебя мягче станет. Английская резинка чуть подрастянется. Плотная в английской резинке это ничего страшного. Так, ну что, вот я закончила. Теперь мы вставляем. Все сошлось. Ой, не так. Вставляем так, чуть подтягиваем. Вот, все сошлось, сшилось. Вот тут то, что у меня были немножко зацепки, можно подправить крючочком. Когда у меня нитка зацепилась, у меня одна петелька вылезла. Вот, все. Видите, ничего не заметно и сшито. Здесь мы можем ниточку узелочком завязать. Видите, сколько еще нитки осталось? Целая куча, можно было гораздо меньше брать. Но тоже сильно не затягиваем, потому что заметно будет. И здесь давайте немножко пройдемся по изнаночной глади, спрячем нашу ниточку. Я вот в какую-то сторону, не знаю в какую двигаюсь, в какую-то двигаюсь. Вот так прячу ниточку, чтобы ее не было видно. Тоже вот не вставила. Так. Яна, я спицами 2,5 вязала из мериноса, после стирки наимягчайшая. Вот, я же сказала, что после ВТО она будет мягче. Все, можно отрезать, в принципе. Отрезаю, все, тут готово у меня. Теперь мне нужно взять мою вторую половинку от шапочки. Мой перед, где он у меня, посмотрите, вот. Мой перед, который я связала заранее. И теперь мне нужно по этому краю всему набрать петельки для резинки и провязывать резинку. Резинкой вы можете откорректировать как бы насколько шапочка будет закрывать личико ребенка. Вы можете связать какую-то резинку, надеть на ребенка, посмотреть, проверить. Вы можете также... Ой, теперь мне тут нужны спицы-то маленькие. Теперь также вы можете сразу сейчас надеть на ребенка шапочку и посмотреть. Сейчас я иду за спицами. И посмотреть, подходит ли она, резинка ваша задуманная по ширине. Если нет, то просто резинку вяжете больше. Помните,
Сейчас я вот тут вам покажу. Помните, когда мы платье с вами вязали, мы рукав привязывали, набирали петли для рукава от плеча. Ох, что-то мне не сидится сегодня. И здесь у нас как раз половинка, так как тут встречаются одни лицевые и вторые лицевые, у нас верхушка лицевых как раз на шве. И нам нужно здесь, дело в том, что у нас одни лицевые галочки смотрят в одну сторону, вот закончились, а вторые галочки на пол галочки смещаются. И нам нужно здесь решить, либо мы набираем все петельки на резинку закромочные, либо мы с одной стороны набираем петельки не закромочные, а в серединку нашей лицевой петли. Вот я тут смотрю, что у меня как раз вот моя кромочная, это большие галочки, вот моя рабочая. Здесь я могу цеплять за кромочную, а здесь я перейду и буду цеплять за серединку моей петли рабочей. Так, сейчас я возьму клубочек и буду набирать свою резинку. У меня тут остаточек небольшой от шапки, и мне кажется, его не хватит. Маленький клубочек остался, поэтому я возьму новый. И буду вязать снова. Спицы здесь, конечно же, уже можно взять для вязания шапочек 40 сантиметров леска, но это вы уже сами посмотрите, как вам удобно по ширине. Ну, я взяла эти. Можно, в принципе, вязать, опять же, способом Magic Loop. Можно вязать с леской более длинной, потому что тут все-таки обхват немножко побольше. Можно вязать чулочными спицами. Так, я найду здесь, наверное, откуда я буду начинать. Вот, например, отсюда. Неважно, кстати, откуда вы начинаете набирать петли. Можно с любого места. Я начинаю с центра, потому что уже объяснила, тут у нас как раз стык идет двух лицевых. И теперь в эту сторону я буду набирать в мою рабочую петельку в центр лицевой петли. В каждый центр набираю по петле. А потом, когда дойду здесь, здесь уже буду набирать в одну кромочную 2 петельки, потому что одна кромочная равна 2 рядочкам, 2 моим рабочим петлям. Вот это все как в платье. Если вы не понимаете, что происходит, посмотрите, пожалуйста, мое видео. Ой, что у меня здесь такое? Сейчас я проверю, девочки, я не туда, наверное, все-таки набираю. Посмотрите мое видео, когда мы набирали в платье, вязали рукавчик. Еще раз, давайте внимательно я посмотрю. Вот моя кромочная, вот моя рабочая. Да, я не туда набирала, я набирала как раз в кромочные, а в эту сторону мне нужно набирать в серединку рабочих петель. Сейчас еще раз начнем. Так, вот моя идет петля, вот сюда я набираю. Так, 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 и пошла дальше. Сейчас я еще раз проверю внимательно, все ли я правильно делаю. Набираю, а здесь у меня будут кромочные. Девочки, все равно неправильно. Вот блин. Так, жесткая становится, если плотнее. Я в 3 нити. Это я читала. Спицы 6 или 7, может в 2. Свяжи я на образец. Серьезно. И сделай его в ВТО. Сейчас. Еще раз. Давайте. 125 раз. Еще раз. Вот моя кромочная. Вот мои рабочие петли. Ну, все правильно. Мне нужна вот мои кромочные. А здесь мне нужно вот в эту серединку. Как я и набирала, в принципе. Что мне не понравилось первый раз? Я набирала все правильно первый раз. Вот так вот сидишь и думаешь, куда что набрать. Так, первая петелька готова. Ну вот, еще раз повторюсь, если вы не понимаете, почему я так решила, посмотрите, пожалуйста, мое видео о вязании платья оверсайз. Мы там вязали рукав. Посмотрите, как я набирала петли, как я объясняла вообще, как эти петли набирать и куда вставлять спицу. Там как раз я это все подробно показывала. Вот, смотрите, здесь у меня идет рабочая лицевая, и дальше моя рабочая лицевая продолжается. И у меня на пол петельки этого стыка, вернее, не стыка, а этой, ну, несимметрии, как бы ступеньки не будет, если я с одной стороны моей шапочки набираю в центр петли, а с другой стороны я набираю в кромочную. Только помните, что в центр петли мы набираем одну петлю в каждый центр, а в кромочной мы набираем 2 петельки в одну кромочную, потому что одна кромочная это 2 рабочие петли, то есть 2 рабочих ряда. Так, и двигаюсь вниз
Сейчас я покажу, что дальше делать. Опять она елозится. Саша, вы не задумывались создать методички по вязанию? Я училась вязать по книге Маргариты Максимовой. Книга «Долгожитель» много раз переиздавалась, но вы более развернуто поясняете. Насчет книги я думала. Мне кажется, что это дело времени, но я считаю, что пока на данный момент мне нужно еще поднабраться опыта, еще более, что ли, понятно научиться объяснять, и тогда я потом, не знаю, через сколько лет, но мне бы хотелось, честно говоря, издать книгу по вязанию со всеми, ну, теми тонкостями, до которых я сама дошла своей головой, и преподнести их как-то по-своему. Вот. Насчет методичек мне, кстати, девочки писали, и я об этом задумалась. Много интенсивов прошло, и вот мы дошли, кстати, до нашей. Сейчас расскажу. До нашего плечика. В плечике, сейчас я расскажу про плечико, а потом про книгу. В плечике мы переходим, мы не вяжем здесь, нам нужно будет две вот эти части сшить. В плечике мы переходим на на наш вперед, скажем-то так, на нашу переднюю часть манишки вот этой. Поэтому после того, как мы сразу увидим, что у нас пошла плечевая часть, мы берем нашу вторую деталь и здесь набираем в кромочные. Точно так же петельки, но в одну кромочную мы набираем 2. Я сначала цепляю 2 дольки кромочной и вывожу петлю, а затем цепляю ту дольку, которая ближе ко мне, одну, и тоже набираю в нее петельку. То есть у меня 1 кромочная равна 2 петли. Раз. Здесь у меня нитка расслаивается, ничего не понятно, честно говоря. Когда еще руки так далеко, хочется ближе к глазам поднести. 2. Вот 3 кромочная. Ай, девочки. 3 кромочная. Вот 4. И пошла я так набирать по кругу свой перёд. Ну так вот, насчет методичек. Много прошло интенсивов и очень много видео на ютубе. И многие девочки жалуются, говорят, что нет возможности смотреть все видео на ютубе и, ну, полностью там одно видео час, полностью в это вникать. То есть просили у меня как бы выпускать такие книжечки маленькие по каждому интенсиву. Чисто расчеты, какие-то там рекомендации, может быть. Ну, то, что я говорила, вот здесь у меня убавки идут так кромочные маленькие, я по одной петельке в кромочную буду набирать. Вот. И просили мне такие создать методички по общим каким-то вопросам с каждого интенсива. Я задумалась, надо ли это сделать. Вот если надо, девочки, то напишите, возможно, я создам, потому что, ну, реально смотреть 12 часов видео не у каждого хватит терпения, и, ну, и как бы вообще, в принципе, это не всегда полезно, да, потому что кто-то хочет просто связать, и кому-то не нужно слушать наши разговоры. Так, что я мучаюсь? Тут можно просто вот так отрезать. Это мои петельки, которые я на нитку надевала. Здесь мы вяжем их. Здесь я пока их вяжу просто лицевыми, а потом мы уже посмотрим. У нас же обвязка идет резинкой, потом мы посмотрим, каким видом их связать. Так что насчет методичек, если вы хотите, расскажите, чтобы чисто такое вкратце весь интенсив был изложен. Ну и девочки мне говорили, что они готовы купить это все, потому что это тоже труд, это как бы такой мини-мастер-класс, а то те девочки, которые не хотят покупать, могут спокойно смотреть все видео на ютубе и вязать. Так, тут подождите, чтобы скрещенное не было. Так что жду. Она вообще после стирки другая. О, это про пряжу. Да, так и есть. После стирки очень многое меняется. Ну, я имею в виду разные пряжи. Так, вот я набрала эти петли, дальше теперь снова продолжаю набирать. Главное мне тут ничего не потерять и набрать все правильно. Если вы видите, что у вас кромочные, вот тут, например, мы закрывали петельки, и у нас 1 кромочная равна 1 петля. Мы 3 петли закрывали. Вот я как раз в каждую набираю по 1. Если кромочная, которая растянута на 2 ряда, в нее я набираю 2 петельки. Ну, то есть тоже смотрю по ситуации, стараюсь, как я говорю, включать голову и не делать чисто всегда одинаково, а уже подстраиваться под то, что мы имеем. Так, вот снова 1. Сейчас, у меня тут нитка расслаивается, ужас. Ковыряю, тут еще так далеко от глаз.
Так, вы там не заснули? Ой, мне так нравится, какой классная эта детская шапочка получается. Спасибо. Я надеюсь, я первый раз вяжу из этой пряжи, честно говоря. В основном вязала или из толстой, или из мериноса. А из такой она, мне кажется, какой-то грубой. Ну, я просто вяжу для вас. Мне как бы пока она не нужна, эта шапочка, может, потом кому-нибудь подарю, я не знаю. Надо сделать подклад будет, чтобы она не кололась, потому что всё-таки деткам не хотелось бы дарить шапочку, с колючку, шапочку-колючку. Так, вот, набрала я петли по вырезу нашему, и теперь снова возвращаюсь к нашей самой шапочке. Это плечо. Плечо мы потом сошьем вот так. Я думаю, вы с этим сами справитесь. Теперь мне нужно набирать дальше. Я ищу то место, где у меня резинка начинается. Вот резинка — это как раз тот переход, который мне нужен. И здесь я уже буду набирать чисто в кромочные петли. В одну кромочную 2 петельки. Потом, когда мы будем вязать, нам еще важно, у меня резинка 1 на 1, нам еще важно, чтобы у нас было четное количество петель, чтобы раппорт резинки поместился. Ну, это можно откорректировать. Мы в конце потом посмотрим, либо свяжем 2 вместе, если у нас будет нечетное, либо наоборот добавим одну петельку. Это уже тоже по желанию. Я из мериноса с чем-то вязала мужу, супер. Хочу полностью меринос. Вообще, честно говоря, всегда всем советую. Очень люблю этот состав стопроцентный меринос, потому что на все случаи жизни: и на лето, и на зиму, и на ребенка, и на шапку, и на любое платье, и на любой свитер и так далее. Вот если как бы сомневаетесь, да, покупать, не покупать, какой состав, то обычно я советую всегда останавливаться на мериносе. Так, но тут легче в кромочные. Чик-чик-чик. Тут как-то у меня быстренько получилось. Вяжи, Яна, спасибо. Так, ты супер крутая. Это кому? Видео на "Ютубе" тоже интересные. О, спасибо. Ну, многим интересны, большинству, я хочу сказать, потому что по отзывам мне мало пишут, когда: "Ой, фу-фу-фу, плохо", но пишут все равно. Кому-то не нравится. Ну, я понимаю, что я не всем могу нравиться, это нормально. Мне важно, чтобы большинству нравилось. Большинство положительных отзывов, так что я думаю, все хорошо. А так, конечно, да, обвиняют, что много болтаю, неинтересно, много лишнего, много воды. Спрашивают, где можно посмотреть мастер-класс, а не вот такую болтовню, потому что скучно. Ну, я понимаю, что скучно, потому что никто меня не знает, те, кто пишет скучно. А если человека знаешь, то, наверное, все таки поинтереснее смотреть, что там у него происходит. Так, да, надо и за деньги. Я лично только по видео могу, но многим именно книжечки помогут. Ну что, вот я донабрала, теперь мне нужно вязать резинку свою лицевую и изнаночную, чередуя. Мы с вами за час четко уложились. Вот лицевая и изнаночная. Сейчас я свяжу кружок и посмотрю, там совпало у меня, не совпало. А если не совпало, то мы с вами решим вместе, что сделать. Пока вяжу лицевую, изнаночную, и все, и больше тут никаких сложностей нет. Вы можете связать резинку чуть-чуть, померить на ребенка, посмотреть, если не подходит, довязать, распустить или сразу решить посмотреть. Ну, короче, это уже такое, чисто ваше. Здесь уже не может быть никакого правильного одного ответа. Вяжите резинку 3 сантиметра. Это уже личное дело. Я себе отметила, что я хочу резинку 2 сантиметра, потому что у меня нет ребенка, мне не на ком померить. Я просто так вот взяла готовые расчеты и по ним вяжу. Все правильно, труд должен приносить денежку. Идея супер, вы пчелка. Спасибо, мне бы еще время найти на это. Я на это, конечно, время пока не нахожу. Мне тоже лучше по видео, но и от печатной версии не откажусь. Хорошо. Я, например, книжку ой, книжку что? Ой, книжку буду дольше читать. Ну, кому-то видео скучно смотреть, поэтому книжка проще. Книжку взял, ну, не то, что это книжка, просто, знаете, какая-то там журнальчик по всему интенсиву со всеми расчетами и с какими-то текстовыми добавками. То, что я говорила в интенсиве словами, и то, что в расчетах не записано. Типа того, короче. Да, супер идея с книжечкой, я бы купила. Иногда нужно быстренько вспомнить расчеты. Вот-вот. Сашенька, сделайте методичку.
хотя бы одну пробную и поймете, насколько она актуальна, и у вас появится опыт. Мы вам подскажем, что подкорректировать. Ой, спасибо, особенно за то, что вы подскажете, что подкорректировать. Спасибо, здорово. Так, ну что, у меня тут торжественно вам заявляю, у меня тут совпала моя резинка с резинкой здесь, но это, честно говоря, вообще не имеет значения, она может и не совпасть, и в этом ничего страшного не будет. Вяжу дальше. Когда быстро, то да, книга супер, точно пробную надо, хорошо. Привет, девочки, привет, Сашенька, приветик, приветик. Если скучаю по Сашеньке, то видео включаю. Вы уже прям словами пишете, Катя. Методичку можно с собой в дорогу взять, на работу и так далее. О, точно, вы правы. Добрый вечер, опоздала. Добрый, добрый, ничего страшного, на ютубе посмотрите. Саша, ты супер, все очень доступно. Спасибо вам. Спасибо. Сейчас я посмотрю, что у меня тут совпало. Ну, я имею в виду по количеству петель. Четное у меня число получилось, нечетное. Так, уже, наверное, спрашивали, но не слышала. Сори, сколько пряжи на эту шапочку уходит? Наверное, мне нужно взвесить, да? Так будет точнее. Давайте я, наверное, взвешу. Но она, правда, со спицами, но мы еще не связали резинку, то есть это будет примерно. Давайте я сейчас вешаю. Вот, взвешу. Вот наша резинка уже вяжется. Ой, у меня тут все под рукой. Вы бы тут видели, у меня тут и стульчик рядышком, помощник. И я сюда поставила себе свою клубочницу, вот с этим клубочком, чтобы у меня клубок не улетал. И тут у меня и мусорка рядом, если вдруг какой-то мусор. 83 грамма она сейчас весит. Ну вот 100 грамм на шапочку, думаю, надо. И чаек у меня под боком, Санек мне всегда приносит. И мне тут, знаете, можно тут жить. Сашенька, привет, я за методичку. Спасибо, Оксана, приветик. А, подождите, я уже вяжу или нет? Нет, еще нет. Ну, я имею в виду второй ряд. Мне нужно до второго ряда довязать и посмотреть, что у меня там совпало или нет. Мои петельки. О, немножко уже тормозит как будто, да, девочки? Ну, ничего, мы сейчас уже заканчиваем. Сейчас я посмотрю. Ну, в принципе, вы все поняли. Резинку мы вяжем. Так, где тут мое начало? Резинку мы вяжем и закрываем петли. Резинку вяжем на ту длину, которая нам нужна. Закрываем петли. Так, вот начало моего не совпало. Видите, у меня 2 лицевые рядышком. Что я сделаю? Я здесь добавлю еще одну петельку просто изнаночную между этими. И все, я думаю, что все будет хорошо. Так, вот я ее провяжу. Нет, не ту зацепила. Сейчас хочу вот эту зацепить. Вот, зацепила. Сейчас, секунду, пальчиком помогу. Всем привет, Сашуль, краем уха услышала про книжечку, очень интересная идея. Приветик. Что я тут все напутала? Хотела побыстрее, получилось. Так, вот. Добавила я одну петлю, у меня лицевая, эту я провяжу изнаночной, эту лицевой. И дальше пошла вязать свою резинку по кругу вообще как бы без проблем. Ну вот так вяжется эта шапочка. Я вам все показала, девочки, ровно за час управились. Вот, получается, что вы потом вот эти плечевые швы соедините, сошьете здесь, сошьете здесь. И как раз у вас будет готово, а здесь у вас будет резинка, обвязана вся шапочка. Все, поздравляю!